Друзья, всем привет! Сегодня в этот чудесный день с Кариной решили пожарить вкусное, сочное мясо в казане. Будет очень вкусно и интересно. Не переключайтесь. Поехали! А вот и Кариночка. Всем привет! Так, Каришка, просто вкусно жарим в казане, да? Да. Все. Курдючок. Как раз он пойдет на дно казана. Блин. Такой жирненький, Ага. да? Держи, помогай. Вот так. Да не бойся. Сейчас мы его резко. Так. Подержать? Давай. Заодно научишься. Так. Это мягкая часть живота. Так, почистим внутри всякие лимфоузлы и все, что нам не нужно. Лимфоузлы находятся, друзья, вдоль позвонка. Вы их увидите, они такие вот серенькие, кругленькие. Чем старше баран, тем они темнее. Так, это каку сюда. Вот так, Карочка. Сейчас отсоединим у барана задок. Оп. И все. Какую часть будем жарить? Держи. Ребрышки пожарим, позвоночек, шею. Что-нибудь, может, сварим, посмотрим по ситуации. Так. Ножки. Так, это мы сейчас топориком обработаем. Так. Это лишненькое надо срезать, Киря. Может, разделаешь следующего барана ты? А? Легко. Давай подучу тебя что-то. Ты куда-то уезжаешь? Нет, ну. Готовишь меня? Нет, надо все уметь. Ничего себе. Че? У тебя нож режет кости. Ну, что делать? Нож рабочий должен резать все. Кстати, друзья, кому ножи нужны, вот такие ножи у нас в магазине. Это чисто рабочий нож. Сталь нержавейка, резиновая ручка, что предотвращает скольжение.
Так, все, это уже мы сейчас топориком. Так, Карин, предлагаю вот эту часть пожарить, мякоть с костями, большие куски. А ребрышки для себя сделаем такую легкую шурпу. Бульончик попьем. Так, здесь пару таких лопаточек вырезали. Но это отвезу своим дядям. Так положено. Правильно? Это тоже сварим. Так. Здесь вареное мясо, а то жарим, да? Да, вот это мы сварим. А эти куски большие. Посмотри. Отлично. Вот, они мощные. Прям мы их хорошенечко прожарим. Как говорится, шашлык в казане сделаем. Нормуль? Отлично. Ну и все. Вот так. Так, Карин, это для варки. Я мясо хочу пожарить на курдюке. Нормально будет? Конечно. Как получится в собственном жиру. Так. И это сюда. Сейчас выложим дно казана курдючком, и он потихонечку растопится. Такими небольшими кусочками пожарим, но я имею пожарим, порежем, не толстыми, я имею в виду, чтобы он растопился в процессе готовки. Жирненький такой. Конечно, я же на диете. А задние ноги приготовим завтра, да? Да, то много будет на один Ну, раз. Ну да. Ничего, сейчас отправим дядькам, отправим маме твоей тоже домой. Пусть покушают. Пригласим кого-нибудь. Так, в курдюке, знаешь, тоже бывает лимфоузел. Вот он. Видишь, такая шишечка. Так. И он воняет, да? Ну, говорят так, не знаю. Их желательно удалять. Вообще, надо удалять у барана бубенчики, чтобы он не вонял. Да, да, да. Если баран погулял, то все. Он будет вонять. Также и козел, ну то есть бык. Вот бык выращивают на корм. Почему его в стойло ставят? Меньше движений у него. Ну, меньше ходит, соответственно, накапливает больше жира. И не ищет себе невест. Поэтому мясо бычка откормленного всегда ценится. Кормят еще иногда, знаешь, допустим, травой, зерном. Допустим, 2 недели траву, 2 недели зерно. 2 недели траву, 2 недели зерно. И получается мраморное мясо. То есть все в волокнах. Жирочек, прослойка. И стейки делают из такого мяса. Получается очень вкусные стейки. Не знаю, вот как-нибудь поднимемся на ферму. Посмотришь, какие там коровки, лошади. Все подросли. Так, это оставим на завтра. Я думаю, курдючка нам достаточно. Ну что, пойдем укладывать в казан и зажигать костер. Пошли?
Ты устала? Нет. Так, все, пойдем. Каришка, возьми мясо, пожалуйста. Вот сюда на стол поставь. Ставь. Вот так поближе. Так. И вот так мы сейчас его аккуратненько укладываем на дно казана. Немножко прихлопываем, чтобы он никуда не сползал. Так. И закладываем мясо. Вот так. Большими кусками буду жарить. Самые большие выбираем, кладем на дно. Они будут жариться дольше. Так. Вот. Когда кусок большой и есть приятно. Не, Карин? Да. Молодец. Карина у меня молодец. Вот так. За любой кипиш. Кроме голодовки, да? Так, ну а эти кусочки уже можно вот так сверху дать. Так. И вот так пусть лежит. Накрываем вот так крышечкой, Карин, и разводим огонь. Так, Каришка, давай мясо закладываем в казан и сварим хороший шурпачок. Так. Лопаточки. Так. Заливаем водичкой. Даже можно еще немножечко, Кариш. Так. Вот Каришка молодец. Вот хорош. Так. Не знаю, загляни. Интересно? Так, казанчик нагревается. Карин, что делаешь? Лук чищу. А, лук. Кофе будешь? Буду. Сейчас принесу. Кофеек заварил, Кир. О, как раз вовремя. Держи, Кариш. Спасибо. Как раз вовремя, да? Жизнь хороша, да, когда пьешь не спеша. Это меня подкалывает. Ну и жара. Долго за кофе ходил? Нет. Быстро. Я просто по пути еще нырнуть успел чуть-чуть. Освежиться. Ай, Карина, ты пей, а я пойду посмотрю, что там у нас с мясом. Как раз пенку пора снимать.
Я тебе скажу, мясо чистое, кореш. Ну, я имею в виду, нету этой пенки даже. Это первый раз сняли, больше не поднялось. Бульончик прозрачный. Сейчас он еще осядет к концу приготовления и будет супер. Так, друзья, закидываем один лучок и идем за лаврушкой. Еду как-то в Абхазии, Карин, и меня человек, ну, турист спрашивает, а не знаете, говорят, где здесь лавровый лист купить? Я говорю, молодой человек, вот по дороге деревья растут, это все лаврушка. Честно, говорит, я говорю, да, и он пошел рвать. Ну правильно, что ее покупать, блин? Да, там ее много. Да. Так, и вот так. Томим на медленном огне, чтобы не было эмульсии. Карин, А? возьми ложку, попробуем на соль. Вот эту большую. Конечно. Моя любимая ложка. Так. Какой бульончик Попробуй. прозрачный, да? Угу. Горячий, может, аккуратно. Обалденный. Так, не налегаем, не налегаем. Еще хочу. Ну, давай, хочешь, я тебе налью в кружечку. Или дождешься? Ладно, дождусь. Так уж и быть. Ой, прям вообще вкусно. Соль все в норме, да, вроде? Да, как я люблю. Все в точку. Так, пусть томится. Так, самое время подготовить специи. Это у меня смесь 5 перцев. Соль вот такая. Это сейчас подготовим для нашего мяса, которое жарится. Друзья, многие спрашиваете, Мурат, где взять такую вот кофемолку, специямолку, кто как ее называет, очень удобная вещь. Если честно, мне ее подарили, но после ваших обращений о том, где взять, мы дали запрос, сейчас хотим тоже продавать у нас в магазине. То есть скоро будет у нас в магазине. А так, где купить, если честно, я не знаю, ребят. Ах, красота. Вот кому жить хорошо. Отдыхаешь, да? Да. Ай, молодец. Подушку дать? Нет. Так. Лучок. Соль, перец. Чувствуешь, Керя, как запах пошел? Ароматик. Да. Очень аппетитно выглядит. Хочется уже попробовать. А если хочешь, вот, пожалуйста. Так. Вот так. Фу-фу. Ништяк. Так, лучок убираю я отсюда.
Шурпа готова, Кариш. Карина, Ай, мясо готово. Давай тарелочку. ура! Проголодалась? Да, если честно. Вот такое мясо. Оп. К гостям, говорят. Да. Да. А ты хотела маленькую тарелку. Я что-то думала, что в маленькую Не-не. поместится. Вот так. Чуть-чуть жирком польем вот так. Так, давай я тебе помогу. Давай. Опа. Карин, бери тарелочки, пойдем накладывать шурпу. А вот сюда ставь. Какой цвет. Керь, А? какой кусочек мяса тебе? Я вареная пока не хочу. А, ты на бульончик, да, хочешь Да, налегнуть? да, бульончик хочу. Понял. Так. Ну, я тоже чуть попозже. Хотя кусочек ребрышек вкину. Тогда мне тоже положи ребрышко. Ах, уже горячая твоя тарелка, Карин. Вот так я положу. Ну что, дорогая, ужинаем. Давай. Так, хлеб рви. Так, шурпачок тут, Карин. Мясо. Да, буду. Буду мясо. Самые вкусные это ребрышки. Видишь, аж отлетает. Так, и мне ребрышки. Так. И что ты этот хлеб передо мной положил? Ну, Киря. Ну что, приятного аппетита. Приятного. Смотри, бульон горячий. Горячий, да? Вкусно какой. Бульон пусть чуть остывает. Реально кипяток. Огоньку не хочешь поддать? А я люблю острый перец. Я тоже люблю, но сейчас не хочется.
столько мяса, тут перец. На здоровье, Кир. Можно, да, руками? Мясо руками надо кушать, что значит можно? А ножки завтра приготовим, да, что-нибудь? Так что, друзья, следите за новинками. Все-таки горячий бульон и жареное мясо. Нормально сочетается. Конечно, что еще надо? Да, просто бульон вообще хорошо. Без картошки, без помидоров. Соль, перец, лаврушка, лук. И все. И ничего лишнего. Это такой классический. Ну, беспроигрышный вариант. Да, да. Кстати, я знаешь, что хотел сказать, друзья. Некоторые люди пишут, когда ты уже отключишь эти субтитры. Ребята, смотрите, субтитры не я включаю. Субтитры в Ютубе включаются автоматически, просто после моих настроек. Потому что канал вещается в разные страны. Соответственно, если вы хотите отключить субтитры, они отключаются у вас на телефоне. Допустим, если смотрите с планшета, с телефона, в правом верхнем углу есть две буквы S, ну английский C. На них нажимаете, и больше у вас никаких субтитров нету. Как бы приятного просмотра. Да? Я часто вспоминаю, забываю, уже давно хотел сказать, как бы субтитры отключаются у вас на устройстве. Одним нажатием раз, и никаких субтитров, ничего не будет. Хорошо, что ты любишь готовить. Повезло мне. Это потому, что ты любишь есть. Да, еще некоторые спрашивают, дома я тоже готовлю. Соответственно, дома я тоже готовлю, Карина готовит в основном. Как бы нет никаких напрягов. То есть я приезжаю домой, если, допустим, Карине было некогда, какие-то дела, куда-то там, я никогда не говорю, а что ты кушать не приготовил. То есть быстро взял, приготовил. Должно быть взаимопонимание, какая-то идиллия в семье, правильно? Гармония. То есть, такое редко бывает. тем не менее, как бы да, дома всегда Карина готовит. Я чисто природный походный вариант. Горячее мясо. Все-таки хорошо, да, на природе, свежий Конечно, воздух, мясо. Вышел на задний двор, беседочка, и все четко. Дай, пожалуйста, корешка. Что дать? А вот, Бокал. бокал, да. Поднимай, пожелаю друзьям, ребята, друзья, братья, сестры, то есть все, кто на меня подписан, кто меня смотрит, все, кто впервые видит, я вам всем хочу пожелать самой крепкой любви, самого крепкого здоровья, самого-самого лучшего благополучия. Вот пускай везде, где вы бываете, вас сопровождает ангел-хранитель. Во всех отношениях, чтобы
было хорошо, тепло, уютно. За вас, друзья, поддержишь? Поддерживаю. А так. Ваше здоровье. Кисленькая. Но вкусненькая. Мясо горячее, блин. Косточка попалась. Маленькая, но противная. Будешь соленья что-нибудь дать, Керри? Может, свежих овощей порезать? Нет, нет, не хочу. Ты будешь? Ходи голодная. Нет, я не буду. Когда на стол накрываешь, думаешь, все, сейчас скушаешь, да, и то, и то. Если честно, пока готовишь, уже кушать не хочешь особо. Не, у меня так не бывает. Ну, я знаю, что у тебя так не бывает. И руками вкуснее, согласись. Керри, на меня не смотри, если хочешь, вон большой кусок бери и давай рубай. Да я же не стесняюсь. Ну, мало ли. Кстати, самый смак это вот тут. Ой, там, наверное, вообще много жира. Я не хочу. Самый смак, там твой любимый курдюк. Да. Ну что, продолжим мы наш вечер, да, Карин? Да. Гости тоже подъедут сейчас. Хочешь что-нибудь пожелать? Всем здоровья, удачи, благополучия. Видите, за словом в карман не лезть. Все правильно. Молодечек, Карин. На этой красивой ноте, конечно же, мы с вами не прощаемся, да, солнце? Всех до скорых встреч. Если кому-то нужны хорошие специи, ножи, в общем, вертелы, все, что надо, ссылочка под видео на наш магазин. Залетайте, выбирайте, покупайте. Мы отправим. До скорых встреч, друзья. Не забывайте поставить лайк. Всем пока-пока. Пока-пока.